Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы часто спрашиваете, где можно приобрести ткани для рукоделия. Я недавно открыла для себя платформу Joom. Это товары из Китая, Южной Кореи, европейских стран и Индии с бесплатной доставкой. Смотрите, какое разнообразие товаров выдает нам поиск на слова «ткани для пэтчворка». Обратите внимание, все ткани специально разработаны художниками. В одной подборке собраны лоскутки в близкой цветовой гамме. Если в рисунке встречается зеленый цвет, то такой же оттенок зеленого будет и на других тканях в наборе. Обратите внимание на качество. Вы же знаете, что в странах Азии мода на детскость, поэтому изделие из китайского хлопка сразу видно. Цвет ткани яркий, чистый, карамельный. Вы можете сами выбрать размер кусочков в зависимости от своей задумки. Вообще, на Joom есть где разгуляться рукодельницам. Вот еще другие мои приобретения. Набор кружев. Мне как раз нужен цвет неотбеленного льна. А это пуговицы в этностиле. Кокосовый орех. Конечно же, ищем приспособления, которые облегчают жизнь швеи. Набор иголок для швейной машинки. Они нужны всегда. А это специальный пинцет, чтобы продергивать резинки. Смотрите, как удобно им пользоваться. Вот еще интересный предмет. Это магнитный ограничитель строчки. Бывает, что строчку надо прокладывать на определенном расстоянии от края, а глазомер может подвести. Устанавливаем ограничитель и работаем спокойно. Но мы же хозяйственные девочки. Мы всегда думаем о доме. Поэтому заказала себе набор столовых приборов, столовые и чайные ложки, вилки и столовые ножи. Нашла еще универсальную стойку для сушки посуды. А это коврик для ванной. С обратной стороны у него противоскользящее напыление. Специальная сумочка под домашнюю аптечку. И еще меня заинтересовали светильники. Хотелось обновить интерьер. У этих светильников очень интересная форма. Внутри светодиодная лента. Света они дают маловато, их лучше использовать как ночники. Девочки, чуть не забыла показать вам самое главное. Это специальный бальзам со змеиным ядом. Вот бывает, увлечешься работой, а спина и поясница напоминают о себе. А здесь растер себя этим бальзамом, и боль как рукой снимет. На Joom постоянно проходят акции, благодаря которым вы можете экономить на покупках. Товары можно оплатить российскими банковскими картами, без каких-либо доплат. Знаете, девочки, я подумала, зачем откладывать на завтра то, что можно сшить сегодня? Ткани симпатичные, так и хочется их изрезать и скрошить в лапшу. Конечно, эти ткани можно использовать и большими кусочками, сшить красивый плед из квадратов. Но мы попробуем сделать очень интересный блок. Нарежем полоски шириной 6 сантиметров. А теперь начнем соединять их между собой. Самый простой способ – сшиваем попарно. Светлое с темным. Строчку делаем мелкой, крепкой. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Экономим нитки, деньги, время, нервы. Закрепки обязательны. Отшитые пары разделяем, заготовки раскрываем. При этом обратите внимание, что припуски направляем в сторону более темной ткани. Швы тщательно расправляем и проутюживаем.
Дальше сшиваем вместе уже готовые пары. В лоскутном шитье работа с утюгом обязательно на каждом этапе. Швы заутюживаем в одну сторону. При таком способе изделие получается крепче. Следующий этап – подравнивание заготовок. У меня получается квадрат 19 на 19 сантиметров. И получились у нас очень интересные детали. И что из них сшить? Какой узор придумать? Смотрите, вот самый простой вариант. Одни полоски размещаем вертикально, другие горизонтально. Если хотите, то можно остановиться на таком варианте. Смотрится очень интересно и оригинально. Но нам шаловливые ручки покоя не дают. Нас хлебом не корми, дай поработать. Лишь бы что-нибудь порезать. На наших заготовках рисуем диагональ. И пара движений ножницами, и у нас уже 2 треугольника. Вот здесь, девочки, советую не торопиться, не режьте сразу все заготовки, потому что есть хитрость, и про это вам не все скажут. Все детали раскладываем на 2 кучки, и срез в них будем делать по-разному. У нас должны быть зеркальные детали. А вот уже потом приступаем к сборке блока. У нас должна получиться длинная полоса. Рисунок как косичка-плетенка. Когда определились с раскладкой, приступаем к сшиванию деталей. Здесь главное не запутаться в рисунке. И еще один момент. Когда совмещаете детали, учтите, что шов будет начинаться в 7 мм от среза. И получаются у нас вот такие интересные заготовки. Знаете, девочки, на этом начальном этапе сложно определить размер готового изделия. Поэтому рекомендую сшить все детали в одну большую длинную ленту. Сколько получится. А уже потом будем решать, что и как с ней делать дальше. Естественно, что работу с этой заготовкой мы еще продолжим. Поэтому, кто еще не подписан, срочно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. А свои результаты вы можете показать в наших группах ВКонтакте, Одноклассниках. Напоминаю, что полное собрание моих видео вы можете посмотреть на Дзен. Сейчас осваиваю и Рутуб. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!